В Москве выдали первый паспорт негражданина России. Человек без гражданства впервые получил в Москве временное удостоверение личности, сообщила 11 января член городской общественной наблюдательной комиссии, АНК, Ева Меркачева. Первым человеком в Москве, который получил так называемый зеленый паспорт негражданина, то есть временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, Сахарова, более 2 лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать, цитирует ее ТАСС. Обладатель паспорта негражданина родился в Душанбе. Когда ему было 5 лет, семья переехала в Астрахань. В школу Хакимджанов не ходил, вел асоциальный образ жизни. После очередного задержания мужчины полиция выяснила, что у него нет гражданства. Это стало основанием для выдачи временного удостоверения личности, пояснила Меркачева. С 24 августа 2021 года в России действуют поправки к закону, позволяющие выдать временное удостоверение личности лицам без гражданства. Документ подтверждает личность его обладателя и его пребывание в стране. В начале января в МВД РФ сообщили, что за 11 месяцев 2021 года количество преступлений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов на территории России, сократилось почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Фиктивная регистрация мигрантов, согласно законодательству, может грозить как штрафом от 100 тысяч до 50 тысяч рублей, так и лишением свободы на срок до 3 лет. 29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве Российской Федерации. Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.